Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня хочу с вами разобрать вот такую вещь, как, ну, по крайней мере, чокер, да, это украшение на шею, которое мы можем с вами связать. Особенно это подходит для молодежи, когда очень тонкая, красивая шея, и мы можем это дело с вами обыграть. Но я начала видео вот с какого момента, потому что вот эта часть уже мною связанная. Во-первых, это может смотреться как кайма, да, то есть если убрать вот это вот, она хоть немножко расширяется, но можно все равно ее рассматривать как кайма. Ее можно рассматривать как манжет, как воротничок. А если я, как сказала, что мы можем с вами связать чокер, то есть это будет вот эта часть, она в данном случае здесь просто ячейки, ну, может быть, они столбиками без накида, может быть, 2 ячейки, и затем и вверх, и вниз у нас будет располагаться вот это вот как бы кружево. У меня, конечно, нитка толстая для этого изделия. Но вы, я думаю, найдете, если кто захочет себе связать, найдете более тонкое, изящное. Мы с вами можем, допустим, если это будет чокер, да, и в принципе манжеты, мы можем украсить с вами бисером, где-то его пришить так, чтобы это было более интересней. Ну, а в данный момент у нас с вами есть схема, которую вы видели. И что мы с вами сейчас и разберем. Я связала одну половинку. Вторая половинка будет вязаться точно так же, как и эта. Разница только в том, что вот здесь я набрала столбики, воздушные петли, и мы с вами связали вот такие ячейки, где 2 столбика, 2 воздушные в третий столбик, 4 столбик. То есть как бы это не сложно. Мы можем с вами повторить, можем не повторять. А второй ряд мы просто провязываем ряд столбиками без накида и начинаем вязать веера. Вы же можете связать 2 таких ряда, да? Можете связать 3. Все зависит от того, где вы хотите это применить. Если, допустим, манжет, это может быть и 3 ряда таких. И дальше у нас вот это кружево. Я сейчас начну просто со столбиками без накида, прикреплю нить, и мы с вами начнем. Схема есть, она четкая. Ну и вы с вами можете определиться, сколько вам нужно набирать. Прежде всего мы определяемся это согласно размера, да, то ли шеи, то ли рукава, то ли воротника платья, где мы это будем с вами располагать. Ну вот эта периодичность, 2 столбика, 2 воздушных, 2 столбика, она понятна. Я прикрепила нитку, у меня здесь, видите, оказалось 2 хвостика, поэтому сейчас я их одновременно и спрячу. В первый я прикрепила, и можно связать петельку подъема. Затем захожу во второй столбик, столбик без накида. Далее здесь у нас 2 воздушных, поэтому мы вяжем 2 столбика без накида. И каждый столбик с одним накидом нижнего ряда мы с вами вывязываем по столбику. Видите, и спрятали хвостики и начинаем вот такую вот с вами обвязку. Это вторая половинка. Ну а первая половинка, как вы понимаете, мы просто свяжем с вами столбики, вернее свяжем цепочку. И затем чередуем 2 столбика, 2 воздушных, в третий столбик с одним накидом, и в четвертый опять 2 воздушных и опять столбики. Ну а этот ряд, я уже повторилась, вяжем просто столбиками без накида. Хотим, можем связать 2 ряда таких столбиков. Хотим, мы можем с вами чередовать. Не просто здесь столбики, а здесь столбики, а здесь пропустить. Опять-таки это все ваше желание и то, как вы это видите. Итак, смотрите, я обвязала наш первый ряд, мы будем с вами вязать арки. С этой точки я вяжу 1, 2, 3, 4, 5. И теперь смотрите, я пропускаю вот
Вот у нас этот столбик, второй столбик. Я захожу в третий столбик и вяжу столбик без накида. Теперь 1, 2, 3, 4, 5. На основании мы пропускаем с вами 4 столбика, в пятый вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, в пятый столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, в пятый столбик без накида. Точно так же, как мы вязали с вами и с этой стороны. Мы должны были обвязать, но я, правда, не обвязывала, я просто заходила вот в арочки, видите, не обвязывая. А здесь мы с вами через 4 в пятый вяжем столбик без накида и получаем арки по 5 воздушных. Обошли мы с вами от начала до конца последнюю арку, 2 воздушных, накид, и в последнюю петлю, в пятую, я вяжу столбик с одним накидом. Вот так поворачиваем с вами на следующую сторону, и в этом случае я вяжу петельку подъема и могу в этот столбик еще связать столбик без накида. Вот так. Затем делаю накид и перехожу под арку, и под арку мы начинаем с вами вязать столбики с одним накидом. Этих столбиков у нас должно быть 9. Получила я 9 столбиков и вяжу столбик без накида под арочку. То есть я присоединила последний, первый столбик у нас присоединен к арке, и последний столбик присоединен. С этой точки я делаю накид, захожу в следующую арку, и в следующей арочке опять мы с вами выполняем 9 столбиков с одним накидом и фиксируем последний столбик в рядом стоящей арке. И так идем по всей длине. Я дошла до второго края, просто прикрепилась, видите, к арке. И вот смотрите, если мы с вами делаем чокер, то это уже может быть вот эта часть к лицу, а эта часть на шее. Будет неплохо смотреться. Но мы с вами продолжаем вязать дальше. Поворачиваем вязание. И в любом случае нам нужно подняться 3 воздушных петельки. Накид. В этом случае мы с вами пропускаем один столбик, заходим во второй и во второй столбик, вот он, и вяжем столбик с одним накидом. 1 воздушная петля, накид, и заходим в следующий столбик. Получается так, что в этом ряду мы с вами будем вязать те же самые столбики с одним накидом, но первый и последний не участвуют в этой работе. Было внизу 9, а вверху у нас будет с вами 7 столбиков через 1 воздушную петельку. Ну вот так. Видите? И постепенно провязываем. Воздушная петля, и вот он, предпоследний столбик. Сейчас мы их посчитаем. Вот он. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это у нас петли подъема. И сразу же с этой точки я делаю накид и перехожу на следующий вверх. Первый столбик пропустила, зашла во второй и повторяю все то же самое. Столбик, воздушная петля, столбик, и идем до второго края. Итак, вот мы с вами связали этот ряд, и сейчас я 7 столбик, делаю накид и перехожу. Вот тут у нас был с вами столбик без накида, мы выравниваем край и столбик. Теперь поворачиваем вязание и будем своего рода обвязывать следующий ряд. Я связала столбик, воздушная петля, и вяжу столбик без накида в петельку. Теперь перехожу под арку, даже, наверное, сделаем еще столбик без накида в сам столбик. Вот он, вот в этот столбик. Затем перехожу под арочку, и после того, как мы перешли под арку, 3 воздушных петли, заходим в следующую арку. 3 воздушных петли, столбик без накида, в следующую арку. 3 воздушных в следующую арку.
Итак, мы с вами движемся по всему ряду, вяжем вот эти маленькие арочки по 3 воздушных, заходя в каждую арку. Вот мы с вами связали первый веер. Так. И теперь сразу же, вот мы закончили этот веер, да, но я перехожу, и сейчас я не буду делать арочку, а перехожу во второй веер столбиком без накида. И теперь мы начинаем опять вязать с вами арки по 3 воздушных. Вы поняли, значит, переход от арки к арке у нас нету арочки, а над всеми веерами у нас идут арки по 3 воздушных. Итак, вот смотрите, что у нас уже просматривается, да? Появилась такая волна. И, повернув вязание, мы с вами сейчас свяжем арки. Арки будем вязать вот как. Я сейчас сделаю 2 петельки подъема и зайду в первую арку. У меня здесь завершился половинка, не целая, а половинка веера, да? Поэтому я зашла в эту арочку. И сразу хочу, объяснить, что мы должны с вами связать арку из 5, и там, где у нас соединяются 2 веера, вот эти 2 арочки маленькие, мы их должны пропустить. 1, 2, 3, 4, 5. Мы пропускаем эти 2 арки и перешли в следующую. А здесь мы с вами вяжем арочку 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем вот эту. Зашли во вторую. Зашли во вторую, и сразу же мы видим переход между веерами. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы пропускаем 2 арки, зашли в эту. 1, 2, 3, 4, 5. Здесь мы пропускаем 1, зашли в следующую. Следующий веер пропускаем 2, и так проходим все по кругу или до второй стороны. Итак, я прошла весь ряд, и вот что у нас получилось. Как бы если мы смотрим схему, то у нас вроде бы на этом и заканчивается наше полотно, но оно какое-то такое, на мой взгляд, неинтересное, поэтому я сделала еще вот такую обвязку, смотрится более, на мой взгляд, интереснее. И в завершении этого ряда мы с вами должны что сделать? Вот, мы с вами связали, пропустили одну арку, связали. Сейчас мы должны переходить, но перехода у нас нет, поэтому я вяжу 2 воздушных и вяжу столбик с одним накидом. То есть как бы у нас половинка получилась арочки. Я вяжу петельку подъема и начинаю обвязку. Мы можем сразу здесь сделать пико, а можем просто провязать столбиками без накида. Переходя в следующую арку, мы вяжем 1, 2, 3. Над этим я вяжу пико. И 1, 2, 3. 1, 2, 3. Перешли в следующую арку. 1, 2, 3. Вяжем пико. И опять 1, 2, 3. Вот так будет выглядеть обвязка. Можно не 3, можно 4 попробовать. Может быть, оно будет смотреться еще больше, раздавать фалды. Я сейчас довяжу, и мы посмотрим. Итак, я завершила обвязывать, и вот что у нас получается, да? Это, как я уже сказала, это могут быть и вот такие манжеты, достаточно интересные. Это может быть на шею чокер, украшенный, возможно, бисерами. И в конце концов это может быть какая-то обвязка к чему-то. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте я прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорых встреч.